Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю танк Т-55. И он у меня будет на вооружении сирийской армии. И по случайным обстоятельствам это оказалось довольно актуально, собственно, как и всегда. А эта модель у меня от фирмы Takom, и она в 35-м масштабе. Итак, поехали. Передо мной коробка от фирмы Takom. Это танк Т-55 АМВ в 35-м масштабе. И здесь на бокс-арте он изображен довольно таким агрессивным и воинствующим. И где-то на просторах Ближнего Востока, судя по вот этой арабской письменности. И также мы видим, как летит и стреляет вертолет, похожий на Ми-24 в российском камуфляже. А из коробки мы можем собрать два варианта танка, либо же на службе сирийской армии, либо же на службе Российской Федерации. Давайте смотреть, что внутри. Итак, нас встречает огромная инструкция. В пакете с инструкцией у нас лежит плата фототравления, декали и стальной трос. Так, инструкция у нас. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Итак, открыв инструкцию, мы понимаем, что Takom нам предлагает на самом деле огромнейшее количество вариантов окраски. Так, прощение за пакет. И первый же вариант – это камуфляжный вариант танка армии России. В принципе, современный вариант. Также есть такой серо-зеленый вариант окраски современной. Также есть сирийская армия. Причем у сирийской армии, как видите, вот с такими символами X. Также такой немного камуфлированный светло-зеленый вариант. Также сирийской армии тоже с камуфляжем именно желто-песочно-зеленым, в таком классическом камуфляже сирийской армии. И еще сирийской армии вариант, видите, с таким тонкими линиями камуфляжа. Аж два варианта. Так. Также Takom предлагает танк, который служит в армии Алжира. И тоже в армии Алжира, но другого цвета. Также интересный белый вариант, который предлагает окрасить танк, который служит в службе контингента ООН в республике Сомали и в рядах вооруженных сил Уганды. Так что Takom в этот раз меня немножко даже удивил. И не надо лишний раз искать и придумывать, каким бы окрасить танк Т-55. А сама инструкция, видите, как довольно понятная, схематичная и выполнена в виде такой 3D-версии модели танка. На самом деле, так, мне кажется, более понятно, чем схематичные. Хотя и так понятно. В общем, довольно просто. Давайте смотреть дальше. Тут огромное количество деталей. Катки не резиновые, а пластиковые. Наборные гусеницы. Это довольно муторно будет собирать. Интересно, фактурная башня с фактурой литья. Ну, прозрачные детали и довольно много цветников. Давайте приступать к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Самым эффектным экспонатом выставки трофейной техники из Сирии стал брутальный Т-55, и он буквально выглядит как машина из «Безумного Макса», и по ней видно, что этот танк прошел большой путь, и мне захотелось воплотить в жизни нечто подобное.
Пластик у Такома оказался довольно странный, и он чем-то мне напомнил на изделия из вселенной Вархаммера. Довольно толстые ледники, которые очень сложно перекусывать. Также мне в этой модели не понравились траки, а вернее их стыковка. Приходилось довольно тщательно каждый трак подгонять друг к другу, а в целом модель получилась нормальная, не слишком упрощенная и не слишком замученная, например, как у мини-арта. И, кстати, раннюю версию Т-55 от мини-арта я строила пару лет назад, и там над моделью мне пришлось конкретно помучиться, а работать над изделием от Такома оказалось относительно приятно, если не учитывать косяк с траками. Гражданская война в Сирии продолжает в настоящее время оказывать свое влияние на парк танков Сирии и тактику их применения в боевых действиях. И на данный момент танки рассредоточены на территории Сирии и обеспечивают огневую поддержку многим сторонам конфликта. Кто фактически эксплуатирует танки Асада в Сирии, остается не совсем ясным, хотя многие считают, что сирийская арабская армия несет ответственность за все действующие танки в Сирии. Большая же часть ее личного состава и вооружения перешла к национальным вооруженным силам и другим формированиям ополчения. Впрочем, сирийская арабская армия до сих пор отвечает за несколько бригад и многочисленные гарнизоны, разбросанные по всей Сирии. Все танки, находящиеся в них, остаются под командованием сирийской арабской армии. Принято считать, что Сирия до начала гражданской войны имела на вооружении почти 5000 танков с грубым делением на 2000 танков Т-54 или Т-55, 1000 танков Т-62 и 1500 танков Т-72. За годы гражданской войны было потеряно больше 1000 машин. В то же время большая часть это были танки Т-55. После сборки я обезжирила модель в мыльной воде, а как это делается, вы можете посмотреть подробно в моем недавнем видео на моей страничке в VK-Play. И настал момент грунтовки. Тут я применяю аэрозольный грунт в баллончике от звезды. Я окрасила сначала модель в желто-зеленый цвет, и это будет цвет камуфляжа, а теперь при помощи субстанции от мачете я наношу камуфляжные маски. Кстати, это средство я использую уже далеко не первый раз, и за все это время средство не потеряло своих свойств, так что я рекомендую его, а найти средства для маскировки камуфляжа вы можете на модельной лавке. По некоторым оценкам, 700 танков Т-55 сохранили пригодность к эксплуатации на конец 2014 года. Многие группировки, сражающиеся за контроль над Сирией, также имеют на вооружении большое число танков Т-55. Крупным оператором является Исламское государство, запрещенная организация и преданная анафеме в Российской Федерации, которая стала основным эксплуатантом после захвата нескольких десятков танков в 93-й бригаде. Большая часть захваченной техники была развернута при наступлении Исламского государства в Кабане. Часть сирийского парка танков Т-55 была доведена до стандарта Т-55АМ. Эта модернизация состояла в установке лазерного дальномера, фальшбортов и системы пуска дымовых гранат. А добавление накладной брони на башню и на переднюю часть корпуса не было реализовано из-за бюджетных ограничений. И поверх масок я нанесу базовый зеленый цвет. Это смесь Ivy Green с черным. На танке Т-55 в настоящее время постепенно устанавливают решетчатые экраны, усиленные мешками с песком с целью повышения уровня защиты от РПГ, хотя подобные доработки уже реализованы на танках Т-72 Республиканской гвардии. Сирийская арабская армия использует большинство танков Т-55 в качестве стационарных огневых точек, что делает их легкой добычей для противотанковых ракет повстанцев. Большая часть танковых потерь в Сирии является прямым результатом этих зачастую бесплодных попыток усилить местные гарнизоны и заградительные посты. После удаления масок я приступаю к нанесению сколов. Танк у меня будет повоевавший, и поэтому сколы тут нужны обязательно. Наношу я их при помощи губки. Причем сколы я наношу 3 видов. Это сколы камуфляжа до базовой краски, сколы до ржавого металла и свежие сколы с оголенным свежим металлом. Время ручных работ, и мне надо окрасить траки, катки и также шансовый инструмент. А ввиду сложности работы с траками я решила их сразу приклеить и окрашивать в сборе, потому что при плохой стыковке окрашенные детали еще будет труднее ставить на свое место. В связи с тем, что парк танков Т-55 достаточно большой, нет непосредственной угрозы для сирийской арабской армии и национальных вооруженных сил, что у них закончатся танки, обеспечивающие огневую поддержку своим солдатам. Самая серьезная угроза для сирийских танков заключается в огромном дефиците топлива.
А теперь смывкой я выделю развитый рельеф танка. Тут я применяю черный цвет. На танке очень много коробочек с динамической защитой, и мне хочется их выделить в разные оттенки. А с этой задачей мне поможет справиться метод масляных точек. Применяя разные оттенки масляных красок и растушевывая их, я добьюсь интересных и разных оттенков на каждой коробочке. А методом сухой кисти я пожелезню траки. И мне остается слегка припылить модель. И вот такой танк у меня получился. Это танк «Настоящий воин пустыни». И надеюсь, это видео вам понравилось, и вы почерпнули для себя что-нибудь новенькое. До новых встреч. Пока-пока.